Богиня Юстиция изображает правосудие как обладательницу трех символов: меча, символизирующего принудительную власть суда, чаши весов в каждой руке, взвешивающие людские дела, с завязанными глазами, символом беспристрастного вынесения решений. Без вины осужденные. Как судебные ошибки меняют жизни людей. Сторонники смертной казни могут привести не одну сотню аргументов в пользу убийства преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Их оппоненты считают, что все доводы перекрывает единственное словосочетание – судебная ошибка. Судьи – это такие же люди, как мы с вами. Человечество еще пока что не способно заменить судей на бездушных роботов, которые будут автоматически рассматривать судебные процессы. И надо отметить, что и возбуждение уголовного дела против судьи – чрезвычайно редкое явление. Задача судьи – вынести справедливое и мотивированное решение. А наши судьи очень часто ограничиваются фразой «суд считает, что надо вынести такое-то наказание» и ставит точку. А нужно ставить запятую и объяснять причину принятого решения. В Уголовном кодексе сказано, что наказание назначается не только с целью исправления, но и с целью установления социальной справедливости. Где же социальная справедливость, если человека лишили жизни на улице, а убийца фактически остался безнаказанным? Но почему они такие приговоры выносят? В настоящее время судейский корпус – каста неприкасаемых, и все общество утонуло в пофигизме. Равнодушие повсеместно, каждый сам по себе, судьи тоже люди с теми же качествами. Следственно-судебный аппарат раздроблен на фрагменты, в которых каждый отрабатывает свое и не интересуется тем, что было до него и что будет после. Следствие свое отработало, скинуло прокурору обвинительное заключение, прокурор его утвердил, скинул судье, суд приговорил, скинул в УФСИН для исполнения. Отсутствует целостность этой системы. Поэтому судья не заинтересован в качестве следствия. А суд обязан оценивать доказательства и выносить справедливые решения. А он оценку доказательств не проводит. И никто не несет за это ответственности. Судьи по закону не отвечают за ошибочные решения. Они двигаются в общей судейской массе, не желая выделяться высокими сроком и оправдательными приговорами. Люди сегодня не доверяют полицейским, прокурорам, судьям. По каким причинам? Одна из них – вынесение приговоров. Вроде нет у них признаков неадекватности. А в целом судейская система должным образом не работает. Судьи порой принимают решения, основываясь на личном отношении к подсудимым и потерпевшим. Этот понравился, дам условно, этот нет, 2 года. Я получил мантию, я теперь неприкасаемый, не подлежу никакой ответственности. Сегодняшние судьи отпускают на свободу убийц, в том числе из-за боязни потерять свое место. Помимо прочего, у судей, оставляющих убийц на свободе, отсутствует мужество. Почему судья сознательно выносит незаконное решение и не беспокоится о своей судьбе? Почему он безмятежно спит, даже когда его решение отменили? Это очень интересный вопрос. Ответив на него, мы поймем, чего должен бояться судья. И почему сейчас он этого не боится. Принято считать, что незаконные решения порождены давлением на суд со стороны власти, отсутствием контроля за доходами и расходами судьи и близких к нему лиц. Но давайте представим себе, что эти причины устранены. На судей никто не давит. Их расходы и доходы находятся под неусыпным контролем. И что? С беззаконием покончено. Порядок в правосудии будет наведен тогда, когда мы получим критерии, позволяющие отличать ошибку судьи от грубого нарушения. Для этого нужно ясно понимать правила, которые судья обязан соблюдать. Правила есть в любом деле. Без них нельзя построить дом, приготовить еду, сшить одежду. Чем сложнее правила, тем выше вероятность ошибки. Судьи чувствуют себя возвышенно от своей вседозволенности и безнаказанности. За такие приговоры судей самих судить надо. Но стоит отметить, что возбуждение уголовного дела против судьи – чрезвычайно редкое явление.
Почему так опасно несправедливое обвинение? Справедливое обвинение легче переносить, чем несправедливое. И последствия легче. И оправдаться легче, потому что заранее к этому готовишься. Заранее тот, кто виноват, прокручивает в голове все оправдания и пояснения. Или готовится лгать, выгораживать себя. Доказательства своей якобы невиновности собирает. Он морально готов, виноватый-то к обвинению. А вот невинный человек хватает ртом воздух, краснеет, бледнеет, теряется. Обвинение такое неожиданное и такое несправедливое, как реагировать непонятно. Если оправдываешься, занимаешь позицию виновного. Если гордо молчишь, обвинения набирают силу, а тебя обвиняют в наглом пренебрежении. Если плачешь, точно виноват. Хочешь разжалобить слезами, это же ясно. Несправедливое обвинение гораздо опаснее. И все советы черпать уверенность в сознании своей правоты мало помогают, потому что обвиняют того, кто виноват. А вслед за обвинением следует наказание. Мир справедлив, так считают многие люди. Хорошие, добрые, порядочные люди так считают. Значит, дыма без огня не бывает. А обвинения неспроста возникли. И сам хороший, добрый человек, которого обвиняют, подсознательно считает именно так. Это не закон жизни, это подлые происки низких людей. Преступники гуляют и веселятся, а добрые порядочные люди готовы принять на себя наказание за преступление, которого не совершали, даже если отлично знают, что не совершали ничего дурного. Поэтому так тяжело после ложного обвинения. Поэтому оно так гнетет и мучает, а может и погубить. Но если проследить всю цепочку реакций, можно избежать последствий. И надо помнить, это не обвинение, это клевета, вот что это такое. Рано или поздно мы все ответим за наши деяния. Люди живут на этой земле и даже не догадываются, что рано или поздно придется ответить за все свои поступки и дела. Достаточно посмотреть новости и на людей, которые живут вокруг нас, чтобы понять, что люди полностью потеряли страх перед Отцом Богом. Все кинулись делать деньги, и стало неважно, каким образом они будут зарабатываться. Главное, как можно больше и сейчас. Все хотят жить в роскоши, думая, что таким образом они будут счастливы, но это самообман. Никто из богатых людей, кто не живет с Иисусом, никогда не будет счастлив с этими миллионами долларов. Каждый день в новостях мы видим, как знаменитости мира сего впадают в депрессию, становятся наркоманами, алкоголиками, кончают жизнь самоубийством, сидят на антидепрессантах. Вот она цена за то, что разбогатели, не живя с Иисусом. И самое страшное, что после их смерти их души прямой дорогой перемещаются в ад. Сейчас, когда все в заботах, в проблемах, и когда голова занята только одним, как заработать деньги, люди не задумываются, что настанет день, когда ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Всем придется предстать перед последним судом, и этот день рано или поздно настанет. Когда люди предстают перед этим судом, перед Иисусом, то у них уже нет возможности откупиться своими миллионами долларов. На этом суде Иисус не будет смотреть, кто вы, Мадонна или Папа Римский. Это суд по делам вашим, по тому, как вы жили на земле в своем теле. Сейчас об этом люди не задумываются, так как заняты своей карьерой, своей семьей, своей фирмой, бизнесом, а Отца Бога убрали в сторону. Люди могут верить или не верить, но рай и ад реален, и от вашего неверия они никуда не исчезнут. Можете говорить, что все это бред, что нет Бога, нет ада, нет суда. Говорите, что вам вздумается, но день, когда вы умрете, рано или поздно настанет, а потом состоится последний суд. Вы думаете, что явитесь на последний суд с полной тележкой долларов, которые вы складывали на счет в банке. А последний суд все-таки будет. Но мир вообще не очень справедлив. И наша задача – сделать его хоть немного справедливее. Вот это зависит от нас. И спасает нас от последствий несправедливого обвинения.